Всем привет! Наступила весна, пора зеленого лука. Сейчас его везде полно, и на дачах, и в огородах, и на рынках. Самое время испечь пирожки с зеленым луком и с яйцом. Так, рецепт очень простой. Специально все сделала на 1 килограмм муки, чтобы не пришлось никому ничего высчитывать, если у кого-то с этим возникают сложности. Смотрите, берем пол-литра кефира или молока. У меня кефир. Кефир должен быть комнатной температуры, теплый. Можно использовать молоко, можно использовать даже воду, если у вас ничего нет. Молоко или воду можно слегка подогреть. Кефир лучше не греть, чтобы он не свернулся. Просто достать его пораньше, чтобы он немножечко нагрелся, чтобы не был холодным. Так, дальше. Берем пакетик дрожжей. Вот все эти пакетики рассчитаны как раз на килограмм муки. Вот такой пакет 12 грамм. Вот такие вот пакетики. Все сухие дрожжи рассчитаны на 1 килограмм муки. Так, получается пол-литра жидкости. Высыпаем туда вот так вот по поверхности дрожжи, рассчитанные на 1 килограмм муки. Ну, там где-то получается, наверное, 2 чайных ложки. Хотела в ложку высыпать, но забыла. Так, 1 пакетик. Если у вас дрожжи свежие, сырые, то отправляем сюда грамм 30. Получается, если 100-граммовая пачечка, то третью часть пачки. Так, и оставляем, чтобы дрожжи размокли. А сами тем временем просеиваем муку. Муки берем примерно килограмм. Почему примерно? Потому что мука всегда разная. И всегда у нее разная вязкость. И тесто всегда получается разным. Но примерно килограмм. Муку я обязательно просеиваю, чтобы тесто было пышнее. Потому что при просеивании она насыщается воздухом, мука. Если вы не пользуетесь весами, то по объему это примерно получается 2 стакана жидкости, 250 грамм стакан, 250 миллилитров, 2 стакана жидкости и 4-5 стаканов муки. Получится примерно так. И просеиваем килограмм муки. А сколько у нас уйдет, это уже будет видно потом. Теперь отправляем в наши дрожжи и кефир 2 столовых ложки сахара, и чайную ложечку соли. Перемешиваем. Так, теперь добавляем в нашу жидкость муку. Но не всю сразу. А как я вам уже говорила, муки может уйти больше, может меньше. Поэтому всю сразу не отправляем. И вмешиваем сначала ложечкой. Это тесто получается легким, воздушным. Долго не черствеют изделия из него. И оно универсальное. В принципе, подходит для пирогов, пирожков. Хоть с обычной начинкой, хоть со сладкой. Булочки можно. Батоны, хлеб белый печь из такого теста. И согласитесь, совсем несложно его делать. Вот смотрите, у нас уже такое тесто, комочек уже получается. Видите, уже отлипает оно от стенок посуды. И мы уже можем его спокойно месить руками. Вот оно такое вязкое. Смотрите, уже комочек такой хороший. Так, добавляем теперь еще чуток муки. Продолжаем вмешивать уже руками.
Так, вымесили. Теперь перекладываем на стол и продолжаем вымешивать двумя руками. Вот такими движениями, как бы с краев в центр складываем и в центре уже нажимаем. Вот тут уже проявится истинная консистенция его. Вот оно уже начинает у меня липнуть. И оно на глазах становится мягче. Растительного масла, без запаха у меня подсолнечное, получается, мы добавляем где-то от 2-3 столовых ложек до, можно даже до трети или до полустакана. Я кладу на глаз, всегда получается по-разному. В среднем, да, треть стакана. Не меньше 5 минут. Чем больше мы его вымешиваем, тем мягче и вкуснее оно будет. Если у вас тесто еще все-таки жидковатое, липковатое, вот так вот подсыпаем муку и продолжаем дальше вымешивать. По много муки не добавляйте. Если получится крутое тесто, очень сложно будет потом его добавить в него жидкость. Поэтому лучше сразу не переборщить с мукой. Добавляем совсем по чуть-чуть, по столовой ложечке буквально. И опять вымешиваем хорошенько. Вот, мое тесто готово. Больше я муки добавлять не буду. Вот оно такое, если его взять за один кончик, то оно не держится. То оно, смотрите, растягивается и рвется. Вот таким оно должно примерно быть. Итак, я взвесила оставшуюся муку. У меня осталось 150 грамм. Получается, у нас на пол-литра кефира у меня ушло 850 грамм муки. Так, теперь мы наше тесто кладем либо в пакет, в обычный хлебный, либо вот я кладу в такую глубокую миску. Сверху накрываем салфеткой или полотенчиком тканевым и оставляем в теплом месте минимум на час. Час, если у кого-то дрожжи не очень активные, может пройти и 2 часа, может и 3, если, например, дома холодно и дрожжи не очень свежие. Пока поднимается тесто, готовим начинку. Ставим варить яйца. 6-7 яиц. Я взяла 7. Вот такой вот хороший пучок у меня лука. Лук у меня здесь всякий разный с огорода. Есть и слезун, и батун, и всякий разный. Еще я взяла немножечко укропа, совсем чуть-чуть. Укроп класть не обязательно, просто мне очень нравится. Пока он свеженький, молодой, душистый укропчик. Здесь его совсем чуть-чуть, такой пучок. Так, все вместе у меня получилось, я сейчас взвесила ровно 200 грамм. Так, лучок, зелень всю моем и немножечко даем подсохнуть на полотенчике. Так, зелень нарезали. Получилась целая миска. Ах, какая душистая. Яйца сварились. Горячую воду сливаем, заливаем холодной водой. И ждем, пока остынут. Для того, чтобы начинка наша была сочнее, я добавляю в нее немножко сливочного масла, грамм 50-60. Потому что пирожки будут печеные, поэтому нужно начинку сделать посочнее. Если бы мы их жарили, пирожки, то тогда масло можно было бы и не добавлять. Но я их буду сегодня печь, поэтому добавляем масло. Ставим его в микроволновку секунд на 20-30. Вот оно, смотрите, наполовину растаяло. И такое масло уже нам и подойдет. Отправляем его в начинку. Также отправляем сюда половину чайной ложки соли и треть чайной ложки молотого черного перца. Он очень хорошо сочетается с этой начинкой. Яйца чистим, режем и отправляем в нашу начинку.
Перемешиваем все, пробуем и при необходимости добавляем соли, если вдруг маловато. Так, ну вот прошел 1 час, пока мы начинку готовили. Вот смотрите, какое шикарное у нас получилось тесто. Оно увеличилось в объеме где-то в 3-4 раза. Вот, смотрите, какое пышное, живое. Так, посыпаем стол мукой. Вываливаем наше тесто. И слегка его так обваливаем в муке. Чуть обминаем. Теперь отщипываем от него небольшие кусочки. Кусочки где-то получаются размером с яйцо. Эти кусочки выкладываем на муку. Подкатываем сразу их в шарик слегка. И так делим все тесто. Так, у меня получился 31 комочек из этого количества теста. Смазываем противень маслом. Включаем духовку и начинаем лепить пирожки. Кладем комочек, обваливаем его в муке и слегка раскатываем. Ни в коем случае не надо сильно нажимать. Не надо из него делать тонкий блинчик. Чем сильнее мы нажмем на тесто, тем жестче будет пирожок. Надо, чтобы пузырьки воздуха остались в тесте. Не надо полностью его прижимать. Кладем начинку, защипываем верхушку в одну сторону, в другую сторону. Тесто у нас толстенькое. Раскатываем где-то не тоньше, чем полсантиметра. Иначе пирожки будут жесткие и не пышные. Переворачиваем пирожок, кладем. Выкладываем на противень с таким расчетом, чтобы между пирожками оставался хотя бы сантиметр. Потому что пирожки подрастут, и иначе они очень сильно слепятся. Если у вас пирожки будут жареные, а не печеные, то все равно пирожки сразу на сковороду ни в коем случае не кладем. Всегда даем им расстояться. Получается, у нас тесто подходит трижды. Первый раз, когда мы его ставим подходить. Второй раз подходит, смотрите, шарики раздуваются. И третий раз уже слепленные пирожки. Мы тоже даем им немножечко подойти. Поэтому тесто получается наполнено миллионами пузырьков. И вообще, почему я стараюсь тесто делать на кефире? Потому что получается двойное брожение. Не только дрожжевое, но еще и молочно-кислое. Потому что такое кефир? Кефир — это закваска, по сути. Некоторые изделия хлебобулочные можно готовить только на кефирной закваске, без добавления дрожжей. Одно время я увлекалась и очень много выпечки пекла только на кефирной закваске. А здесь получается кефир и еще и дрожжи. Поэтому тесто получается особо пышным и мягким. Так, вот я слепила первые пирожки. У меня получилось 12 штук. Теперь накрываем их салфеточкой и оставляем подходить минут на 10-15 минут. Так, ну вот я слепила оставшиеся пирожки. Вот это вот пирожки наши первые, которые мы слепили. Мы их сейчас будем мазать яйцом. Я взяла 2 яйца, немножечко размешаю. На последние пирожки, кстати, у меня начинки еле-еле хватило. Я в эти пирожки уже, можно сказать, положила по полнормы начинки. Так что если кто-то будет делать
из такого же количества теста пирожки. Ну, в общем, все как у меня в рецепте. Тогда яиц советую взять, ну, хотя бы штук 9-10. Потому что у меня было 7. И начинки чуть-чуть маловато оказалось. Буквально еще пару яиц. Так, ну вот, сильно не взбиваем. Размешали яйца. И аккуратненько смазываем пирожки, которые у нас 10, а то и 15 минут расстаивались. Они уже подросли, сомкнулись уже. Вот так вот аккуратно со всех сторон смазываем их яйцом. Это для того, чтобы они были румяные и блестящие. Если у вас вдруг не оказалось яиц дома, например, все истратили на начинку, забыли оставить, то можно смазать сладкой водичкой. Пару ложек воды и ложечку сахара растворить. Этой водичкой намажьте, то они, конечно, не будут такие же блестящие, но все-таки лучше, чем ничего. Ну вот, смазала я наши пирожки. Даю им еще минуточку и отправляю их в разогретую духовку. Духовка у нас уже давно включена. Итак, первая партия пирожков у меня стоит в духовке уже 10 минут. Я уже чувствую запах готовой выпечки, и поэтому скоро я их уже буду вынимать. Еще немножко подрумянится. И смазываем уже вторую партию пирожков, чтобы потом не тратить на это время. Смотрите, пирожки уже какие раздутые. Большие, толстенькие. Уже сомкнулись, хотя между ними расстояние было 1 сантиметр. Так, готово. Те пирожки достаем, эти ставим в духовку на их место. Ну и вот первая партия наших пирожков готова. Смотрите, какие они блестящие, румяные. Так, выкладываем их аккуратненько на большое блюдо. Отлепляем. Они слегка слепились. Осторожно, пирожки горячие. Ну вот и готовы наши с вами пирожки. Посмотрите, какие они получились. Румяные, пышные. И как их получилось много. Хотя уже немножечко тут упробовалась. Так, сейчас мы с вами посмотрим, что у них внутри. Так, я возьму пирожок из первой партии. Смотрите, какие они мягкие. Прям как вата. Так, и разломим пирожочек. Вот, посмотрите, вот так он выглядит внутри. Вот такое пышное, пористое тесто. И пирожки получились очень-очень вкусными. Хотя такие пирожки я люблю с луком, с яйцом. Я люблю жареные. И сегодня собиралась тоже жарить. Но в последний момент увидела, что у меня масла подсолнечного маловато. И поэтому решила испечь. Но печеные пирожки ничуть не хуже, я вас уверяю. Так что, пожалуйста, пеките. Наслаждайтесь свежей домашней выпечкой. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока.